Добрый день, друзья! Сегодня у нас будет тематическое видео на тему носочная коробочка. И это первое такое тематическое видео на моем канале. Я вам покажу 19 пар разных носков, которые были связаны примерно с начала 2026 года до июля 2026 года. И это видео будет теплое, тактильное, вдохновляющее. Я собрала все разные носочки и также подсниму. Здесь не хватает 4, которые уже были подарены. Вы увидите их в самом конце. Они очень разные, от лаконичной базовой классики до фактурных узоров, разных пяток и необычных сочетаний пряжи. Такая красота. Я всех их люблю. Обо всех сейчас расскажу, потому что носки я вязать обожаю. Это моя отдушина, и мне нравится вязать их постоянно. Вяжу их круглый год. Так что, девочки, мальчики, наливайте себе чашечку горячего напитка, берите в руки спицы, устраивайтесь поудобнее и давайте разглядим каждые носочки вместе. Начинаем. Так, начнем с первых носочков. Это я их назвала жаккард в клетку. Вот такие красивые они получаются. Значит, схему я вам прикреплю, но она есть в свободном доступе везде. И на Pinterest можно найти, просто в гугле я нашла. Значит, она связана из премиальной пряжи, из которой я сейчас, кстати, тоже вяжу носки. Вы можете увидеть у меня это во влогах. Из пряжи я буду все подписывать, но дополнительно еще дублировать. Называется Inca Spoon Heritage Socks, в которой находится 55%, это вот это темное, 55% мериноса, 20% альпаки и 25% нейлона. Вот. А компаньон я просто взяла беленькую пряжу опал, 4-нитку и вязала на спицах 2,25. Значит, пятку я здесь вывязала бумеранг, и почему-то мне захотелось сделать ее супер крепкую, и я взяла 2 нитки и связала прям в 2 нитки эту пятку. Посмотрите, какая она крепкая. Я, конечно, понимаю, что сейчас уже понимаю, что делать этого было вовсе не обязательно. Но раз так получилось, пусть так и будет. Вот такие красивые первые носки. Размер 38-39 и вес 84 грамма носочков. Дальше. Носки, я их назвала плетенка. Вот такие красивые носочки. Вы все будете видеть, как они на ножке смотрятся, если это мой размер. Вот такие красивые. Да? Надеюсь, вам хорошо видно. Связаны из опала 4 нитки, 100 грамм, 425 метров, цвет Silver. 9937 на спицах 2,25. В основном всю 4-нитку я вяжу либо на двойке, либо на 2,25, потому что я вяжу довольно рыхло. Вот. И здесь моя любимая пятка бабушкина укрепленная. Не потому что плохая нить, а потому что мне нравится, как эти полосочки выглядят на пятке. Опять размер 38-39 и вес всего лишь 61 грамм. И резинку я здесь специально подбирала под узор. Девочки, видите, чтобы она красиво переходила. То есть здесь неравномерное количество лицевых и изнаночных, чтобы потом красиво вот так выкладывался узор. Идем дальше. Идем дальше. Носки. Я показывала в своем последнем видео эти носки. Я их назвала носки ромашка, потому что сделала вышивку ромашку. Это тоже носки, связанные на размер 37-38 из красивой пряжи. Пряжа здесь опал, зеленый лес, вот это темная. И компаньон это ализе в цвете фисташковый. Вот. Связала на 66 петлях. Подробно о рюше и как это вязала, посмотрите, пожалуйста, мой влог. Здесь только могу сказать, что оставлю вам в описании
рюшу с валиком, который я вязала по мастер-классу. И также здесь я использовала новую пятку, для меня бумеранг с клином подъема, новый способ поднятия двойных петель. Такая красивая пятка получается. Вот, а дальше я просто вышила здесь ромашку. Узор я вам тоже оставлю, прикреплю. И для вышивки я тоже взяла ниточку опала. Значит, Sunny Yellow, вот это, Sky Blue. И вес носочков 70 грамм. Вот такие они получаются. Так, дальше. Дальше мужские носки. Я их назвала полосатики, которые мне очень-очень нравятся, эти носки. Размер 43-44, наверное, даже 45. Чтобы свет вам не заслонять, немножко отхожу. Значит, и вязала, как видите, они все связаны из 3 остатков разных. Бежевая вот это Грюндель Hot Socks. И вот это Грюндель Hot Socks в цветах 20 и 22. И вот это у меня остатки от новозеландской пряжи Country White Socks Happy Feet в цвете тоже 20. Вот эти вот остаточки. И я хотела максимально их извязать. И поэтому я начала вязать резинку. Потом, не помню, то ли 5, то ли 6 рядов я набирала и мешала с вот этим Happy Fit 5, 4, 3. То есть я уменьшала количество рядов. И дальше перешла уже на цвет вот такой зеленый от Грюндель. Это Грюндель, который содержит в себе кашемир 5%. Я покупала в 2024 году, заказывала сайты. Сейчас я уже, конечно, такую пряжу не могу найти, допустим. И она, возможно, где-то производится, выпускается, но, допустим, цвета, которые я хотела найти и показать вам, я уже не смогла, только нашла в своем онлайн-заказе. И дальше, соответственно, вывязав пятку бабушкину, я переходила опять одна полоса, 2, 3, меняла вот так, по 3 ряда вывязывала, чтобы максимально вывязать эту пряжу. Вот эту, мне кажется, я вывязала полностью, бежевую тоже полностью, а вот это у меня немножко осталось. И как раз-таки вот этот маленький остаточек мне очень сильно пригодился, когда в своих первых видео я показывала свитер, на котором вышивала папоротник. Если кому интересно, как это было, переходите, пожалуйста, ссылка будет выше. Вот. Носки очень хорошие, очень мягкие, они необычные, по крайней мере для меня. И очень классные. Как вам? Следующий. Носки по описанию из книги Color Block. Да, это вот эти носочки. Это англоязычное описание из книги, мне кажется. Найду книгу, подпишу внизу, что это за книга, если я не ошибаюсь. Но автора точно подпишу. И тоже моя цель была вывязать вот эти остатки. Вот это тоже Грюндель Hot Socks Pearl. И цвета 20 и 21. И я совмещала их с шопелем. Нет, не шопелем. Нет. Опал 4-нитка в цвете 5189 Camel. Вот, как обычно, моя любимая пятка, вот эта бабушкина укрепленная. Я ее очень часто вяжу, и часто вяжу ленточный мешок. И мне понравилось, как этот узор смотрится на ноге. Вы увидите, я вам также подсниму на ножки. Очень хорошие, красивые носки. Весят всего лишь 58 грамм. 38-39 размер. Спицы 2,25, как обычно. Дальше вот эти носочки мужские. Ой, мурашка здесь побежала. Давай, беги отсюда. Значит, вот это я покупала премиальную новозеландскую пряжу. Вроде бы новозеландскую, да. Это, да, новозеландская пряжа, которая содержит в себе меринос и альпаку. Очень тактильно приятная пряжа. 35% новозеландского мериноса. 45% альпаки, 40%, 25% акрила, 150 грамм, 450 метров.
Цвет подпишу 8008. Вязала на спицах 2,5. Сверху вниз 72 петли. И здесь я уже вывязывала, девочки, пятку стронг. Мне захотелось. Они очень такие получились, очень легкие, невесомые, как пушинка. Весит всего лишь 60 грамм. Да, мужские носки, а весят 60 грамм. Покажу, как у мужа на ноге смотрятся. Ну, прям очень-очень-очень красивая. Вот так. Резинка здесь, мне кажется, 3×1. Либо раз, два, да, 3×1 вывязаны. Такой красивый цвет. Следующее. Вот эти носочки я тоже люблю, потому что я их назвала Scrappy Socks. У Ирины Ким тоже как-то видела видео, может быть, год или два назад, когда она просто брала разные остатки пряжи и вывязывала из них носочки. Вот то же самое. Я взяла пряжу, которая у меня оставалась, и решила, ну, значит, пришло время. Значит, я использовала здесь пряжу. Все будет в описании, девочки, все подробности. Быстро скажу, что это здесь у нас новозеландская пряжа Happy Fit Color. Вот этот вот разноцветный Unicorn, цвет 22, 20 и 31, мне кажется, какой-то из этих. А вот это у меня остатки опала. Опала тоже подпишу номер 11250, и название я не прочту. На немецком я не умею, поэтому будет в описании. Бабушкина пятка ли? Нет, это не бабушкина пятка. Это пятка тоже от скуки. Нет, это не стронг. Это пятка от скуки. И 38-39 размер, вес 61 грамм. Покажу. Вы сейчас видите, как она смотрится на ноге. Красивые носочки. И с другой стороны тоже покажу. Вот такие. Дальше носочки связаны на размер побольше. Я их назвала носки солнышки. Люблю. Красивые, очень нежные. Люблю цвета теплые. Значит, связаны в две нити опал 5182 и соединена эта ниточка с китайским мохером. И вывязан вот такой ажур. Просто где-то тоже нашла, либо на Pinterest, либо в книге, уже не помню. И вот вывязывала. Здесь размер побольше, 40-41 женские, 56 петель. И вес этих носочков 72 грамма. Немножко помялись, лежали. Так. Вот эти носки я вязала вместе с Алиной по ее совместному проекту, который проходил в 2024 году, и показывала эти носки уже в каком-то из моих влогов предыдущих, рассказывала. Связаны из пряжи West Yorkshire Spinners. Это 4-нитка, 100 грамм, цвет гортензия. Вязала на двоечках. Опять бабушкина пятка, ленточный мешок, 72 петли, размер 43, 44. Уже залом долго лежали. Не обращайте внимания, они все равно на ноге смотрятся красиво, будете видеть. И вес этих носочков, резинка неравномерная, 67 грамм. Классные носки, мне очень нравятся. Вязала их несколько штук с разной пряжи. И люблю этот паттерн от Алины. И еще 100% буду его использовать. Так, следующие носки — это носки
которую я показывала подробно, опять же, во влогах в своих предыдущих, связаны по бесплатному описанию с Ravelry. Называются они Tintern Abbey, связаны из переработанной пряжи Recycled Wool, 100 грамм, 225 метров, 80% британская шерсть, 20% нейлон, цвет инжир. Спицы были 2,75, вес носочка 85 грамм, размер 38-39. Цена одного мотка обошлась мне в 11 новозеландских долларов, что примерно 500 рублей. В описании носочки связаны из тоненькой нитки, 4-нитки, но описание я немножко под себя переделывала, чтобы под толстую. Мне хотелось почему-то из толстой ниточки из этой повязать. Вот такие носочки. Мне нравятся такие. Они не нежные, не мягкие, но немножко такие рустикальные, шерстистые, хорошие. Так, вот эти носки тоже толстенькие, я их назвала деревенские, потому что... Ой, что-то у меня здесь спрятать надо, что-то вылезло. Они связаны, можно сказать, из 8 нитки, потому что здесь я соединила 2 нитки. Опал такой темно-зеленый, красивый темно-зеленый опал. Цвет 9933 и с пряжей Happy Fit, новозеландской пряжей в цвете 20 Night Time Pond. Вязала на тройке, бабушкина пятка, ленточный мысок. И вот здесь я такой небольшой рулик отвязала, может рядов 5, может 3, не помню. И дальше взяла просто резинкой 3 на 1. Носки очень приятные, очень теплые. Я люблю в таких просто ходить дома, одевать на хлопковый носок и гулять по дому. И весят они довольно много, 108 грамм. Классно, люблю. Вот это тоже необычные носки, связанные из Alize Wool Time. Я их назвала носки с эффектом массажа, потому что когда ты их одеваешь, из-за этого узора, девочки, ты как будто ходишь в каких-то ортопедической обуви, потому что они хорошо массируют тебе ступни. Если вам по состоянию здоровья или просто прикольно поносить такие, я вам советую взять описание узора Ирины Ким, я оставлю описание в описании, и свяжите. Вяжется легко, интересно. Я вообще, мне кажется, на одном дыхании связала. Вязала из Alize Wool Time, это бежевый меланж, 152 цвет, и второй, мне кажется, это был вот этот 274, не осталось у меня лейбла, но мне кажется, я посмотрела онлайн, это именно этот цвет. 38-39, вес 90 грамм. Классные, советую. И что у меня еще осталось? У меня еще осталось вот такой толстенький процесс. В прошлом блоге вам показывала и назвала их носки радужные, связанные из опал 8 нитки, цвет 11435, 150 грамм, 320 метров. Пятка связана по мастер-классу «Пятка от скуки 2.0», размер 43-45, вес 109 грамм. Покажу, как на ножке у мужа. Очень приятно, очень классно, я получила большое удовольствие. Очень быстрый и интересный проект. Классный. Хочу, пока эти носочки у меня, тоже показать вам. Это носочки были связаны некоторое время назад, но скоро мы с ними расстанемся. И они поедут в подарок к нашим бывшим соседям. Немножко расскажу вам историю и покажу поближе носочки.
У нас раньше были наши соседи близкие, с которыми мы хорошо подружились, потому что их дочь родилась всего лишь на месяц раньше, чем моя дочь. И, соответственно, наши девчонки, они росли, можно сказать, несколько первых лет вместе. Вот, и мы хорошо подружились с ними. Где-то 1,5 года назад они переехали в другой дом, далековато от нас, но периодически мы встречаемся, и да, девчонки играют вместе. Так вот, мы тоже в эту субботу поедем с ними на плейдейт, и так как у хозяина, у Кевина, у него был день рождения, здесь в принципе не принято дарить подарки, но я решила, что раз у меня есть носочки в запасе, они просто лежат, то я решила их подарить. Вот эти конкретные носочки у меня связаны с пряжей Галлиполи, с Yarn Sock. Я вам вставлю все в описании, картинки вы увидите сейчас. Значит, это 65% шерсть, 25% полиамид. Пряжа довольно тоненькая. И вязала я на спицах, соответственно, двоечки. Получился размер 43-44, я бы сказала, мужской. Вязала я сверху вниз, значит, паголинок, резиночка 2 на 2, потом пошла резинка 3 на 1 по переду, ленточный мысок и пятка стронг здесь, вот такая. Я очень люблю полосатые носки, я люблю полосатить, даже связывать остатки, собирать вместе и полосатить. Тоже покажу вам сегодня проект, который у меня будет новенький. Вернемся к этим носкам. Это пряжа обычная стандартная пряжа, 25% полиамид, 75% шерсть. Вес этих носочков получился всего лишь 70 грамм. Они очень легенькие. Вот такие. И я думаю, они понравятся хозяину. И я думаю, он с удовольствием будет их носить. По крайней мере, я надеюсь. Вот. А следующие носочки, которые я подарю его жене, это пряжа другая. И носочки вот такие красивые у меня получились. Для сравнения я вам покажу. Сейчас я вам покажу пряжу. Значит, вот такая пряжа была использована. И такие остатки от опала. Значит, я взяла несколько месяцев назад вот такую книгу из библиотеки. И мне попался здесь вот такой паттерн. Значит, вот такие полосатики. То есть очень необычно. Мне понравилось, что здесь полосочки, а здесь вот такой рисуночек. Если хотите, скриньте себе. Вот. И я решила именно использовать новую пряжу, которую я хотела попробовать, вот эту, и использовать остатки опала. Соответственно, я взяла этот паттерн, взяла пряжу West Yorkshire Spinners, тоже подпишу вам, такая она красивая. У этой пряжи есть одна особенность, это британская пряжа, здесь 75% шерсти, но здесь в эти 75% включена шерсть голуболицего лейстера. Это порода овец, известная своей невероятной мягкостью, блестящей и тонкой шерстью. Она была выведена в начале 20 века в Северной Англии. И она ценится мастерами ручного прядения и художниками по текстилю во всем мире за свою не вызывающую зуда шерсть, превосходную драпировку и однородность пряжи. Очень интересный состав. Я люблю вот такие, кстати, варианты, где всякие такие, не знаю, как это сказать, точечки разные, то есть какая-то такая драпировка. Не знаю, под драпировку. И я ее взяла пряжу компаньона Пау. Это тоже 4-нитка. Тоже подпишу, что это за пряжа. Это цвет Berry 9938. Люблю Пау. Вот, и мне кажется, вместе они получились очень неплохие. Размер 37-38. Вот.
Значит, как вы видите, паголинок. Я люблю вязать резинку 2 на 2. Далее идут такие полосочки. Пятка бабушкина укрепленная. И дальше вот такой паттерн вырисовывается. Весят носочки всего лишь 56 грамм. Ну что, давайте пройдемся по толстеньким носочкам. Я их вязать тоже очень люблю. Это быстрый проект, который греет душу и радует тебя быстрым процессом. Вот эти носочки называются, я их назвала просто жаккард с тюльпанами. Такие тюльпанчики я тоже нашла где-то. И решила связать такие толстенькие носочки. Вот с таким, как это называется правильно, сейчас не вспомню, с таким подгибом и зубчиками. Видите? Очень красиво. За счет вот этого китайского мохера, тоненькой ниточки, они получаются очень такие, мне кажется, пухленькие, приятные. И вязала из опала 3081 цвет, спицы 2,75. И да, весят они 77 грамм. Обычно беленькие, хорошенькие носочки. Я думаю, здесь размер 37 примерно. И вот сегодня они уже готовы. Я их постирала, заблокировала, высушила. И вот такие красивые носочки получились. Напоминаю вам, что это опал, шестинитка, 150 грамм, 420 метров, цвет 7902. Вязала я на спицах 2,75, сверху вниз. Я говорила вам, что я хочу вывязать здесь вот такой вот отворот. То есть я хотела извязать как можно больше пряжи, но в итоге все равно, смотрите, сколько у меня осталось. Носочки весят всего лишь 98 грамм, и 50 грамм у меня еще осталось. И эти остаточки пойдут у меня в еще один проект. Сейчас расскажу, какой. А пока вот, значит, здесь порядка 20, 30, наверное, 25 рядов резинки 2 на 2, затем переходит резинку 3 на 1, еще 30-35 рядов, не помню точно, бабушкина пятка. И видите, носки очень большие, это 44 размер получился. Попросила мужа примерить, поэтому вы увидите, как они на ножке смотрятся. Очень хорошая, очень мягкая, эта пряжа очень приятная, вязать из нее приятно и быстро. Да, я вам советую. Эту пряжу люблю, если у меня будет возможность еще ее купить, я обязательно куплю. У меня готовы такие следочки для девочки, для дочки наших друзей. У нее красивое имя Афина. Ей скоро будет 7 лет. И вот, исходя из прошлого видео, я вам говорила, что я буду вязать из остатков пряжи, которые я использовала для ее папиных носочков. Я вязала вот такие следки. Значит, пряжа вначале скажу. Напомню, это опал, шестинитка, 150 грамм, 420 метров. Я все подпишу. Значит, я брала вот такой цвет. На экране увидите номер. И второй вот такой красивый розовенький, все-таки для девочки. Брала спицы 2,75, эбонитовая от Knit Pro. И, соответственно, мастер-класс я оставлю в описании на девушку. И я делала, конечно же, для себя перерасчеты. Значит, девушка вяжет из более плотной пряжи. Я поняла, что мне нужно полностью перерасчитывать, потому что, во-первых, другая нить, другая плотность и, соответственно, будет другой размер.
Она вяжет на взрослый размер 37-38. Значит, структура носка вяжется, набирается, нужно знать, какова длина стопы. Соответственно, набирается сначала вот отсюда, полностью вывязывается вот эта часть. Потом меняется нить, вывязывается розовой частью кусочек стопы. И потом переходит на мысок. Вывязывается мысок, потом резинка, и потом уже приступается к вывязыванию самой стопы. По поводу стопы. Значит, мама мне, девочки, сказала, что у нее стопа уже 20 сантиметров. Значит, я, конечно же, перерасчитала петли. Я покажу просто, что носочки, да, они, во-первых, хорошо тянутся. Во-вторых, да, здесь даже больше, чем 20 сантиметров, но они должны сесть прямо по ножке. Я вставлю вам в конце видео, я примерила на свою дочку, ей сейчас 5,5 будет скоро. И, соответственно, на нашу подружку, которая была в гостях, ей тоже, как и Афине, уже 6. Что-то здесь попало. Так, значит, у меня было набрано на эту пряжу шестинитку 76 петель. Я, конечно же, перерасчитала, потому что сомневалась, хватит, вообще не понимала, сколько мне петель набрать. То есть девушка объясняет, сколько нужно. Я, соответственно, когда набирала, я понимала примерно, сколько петель мне нужно, чтобы у меня вот эта окружность получилась правильно. В итоге я набрала 76 петель. И дальше вы видите, у меня здесь уже были по ходу, как я вязала, я здесь делала свои расчеты под себя, чтобы у меня как бы все получалось. Конечно, здесь такой месс большой, но вам, в принципе, это и не нужно. Вы когда будете вязать под себя, у вас, соответственно, будут свои перерасчеты. Либо если вы возьмете ее мастер-класс и свяжете по нему, то, соответственно, вам, может быть, и ничего и перерасчитывать не нужно будет. То есть для меня это был такой очень интересный эксперимент. Я такие следочки вязала первый раз. И сели на ножки они хорошо. И они очень мягонькие. И да, я очень надеюсь, что ребенку они тоже придутся по душе. И последние носочки, о которых забыла сказать. Это вот такие носки из остатков, которые связаны просто из шопеля. Да, это шопель. Где-то мой шопель. Так, да, вот нашла. Это остатки. Я вязала мужу носки. Оставалось, мне кажется, грамм, может, 40-35. И я решила связать себе носки, добавив на мысок, на пятку и на паголинок тоже маленький остаток от Gründel Hot Socks Pearl, цвет 2021. Вот здесь маленький кусочек совсем оставался. Здесь и здесь. И шопель цвет 2250. Это размер 38-39 женский. И вес этих носочков всего лишь 58 грамм. Они очень мягенькие, очень приятные. Как вы знаете, у шопеля Crazy, Zauberball Crazy, у них никогда не получится два одинаковых носка. Но вязать было в удовольствие. Что первые носки, что вторые. Вот так. Друзья, какая пара вам понравилась больше всего? Какая откликнулась? Поделитесь в комментариях. И если видео подарило вам немного тепла, вдохновения, поддержите его, пожалуйста, лайком и подпишитесь на мой канал. Спасибо, что вы рядом. Скоро увидимся. Пока-пока.